Всем привет! Вы на канале Team Spirit, и сегодня мы будем записывать гайд на спылы и эмблемы в игре Mobile Legends Bang Bang. Этот гайд будет полезен как для новичков, так и для более опытных игроков. Поехали! В нашей любимой Mobile Legends Bang Bang есть 7 видов эмблем. Все они для разных классов, разных ситуаций. Есть эмблемы стрелка, поддержки, бойца, мага, убийцы, танка и базовые эмблемы. Эмблемы стрелка больше всего подходят стрелкам, потому что дает скорость атаки, дополнительную атаку в процентном соотношении и также вампиризм. Эмблемы саппорта больше всего подходят для любого хилящего героя. Эти эмблемы увеличивают эффект хила, дают дополнительное КД и скорость бега, то есть для саппортов одно удовольствие. Эмблемы бойца в 95% случаев берутся на бойцов, потому что дает вампиризм от скиллов, дает немало атаки и также деф, что немаловажно для жирных танков. Эмблемы мага очень хороши для магов, потому что дает самое большое количество магической атаки среди всех эмблем. Также дается 5% КД, что немаловажно для некоторых магов, КД очень важное скиллов. И также дается магическое проникновение, что тоже очень нужно, потому что на магах фарма очень мало. Эмблемы убийцы подходят всем убийцам и некоторым магам, потому что дает 14 уже проникновения, и тут проникновение может быть как магическое, так и физическое, зависит от героя. Также атака физическая и магическая, и скорость бега 3%. Мало, но приятно. Эмблемы танка. Для танков самое главное это что? Правильно танковать. И эмблемы дают 500 хп, это очень много. 10 дефа и магического, и физического, и также хп реген. Одно удовольствие. Так, по поводу базовых эмблем, их чаще всего берут на персонажей, для которых очень важно иметь ману, реген маны, но при этом ты не можешь себе позволить собирать мана-сапог. Это такие персонажи, как, например, Матильда, Грок. Ну, в основном это роумеры, и еще пару персов есть, но в крайних редких случаях на них это тарится. Чем они сильнее? Опять же, гибридным восстановлением, то есть регенка и маны, и хп. Чуть хп дает и очень много адаптивной атаки. То есть на Грока, опять же, очень супер приятно. Эмблемы стрелка вы берете на стрелков, соответственно, на Gold Lane. Эмблемы бойца вы берете на бойцов, это на XP Lane. Эмблемы мага это на саппортов, магов в миде. Остаются эмблемы убийцы, саппорта, танка и базовые. Ну, убийцы берутся в основном на убийц, на некоторых магов и, соответственно, на некоторых стрелков. Также по поводу эмблем убийц. Они дают адаптивное проникновение, адаптивную атаку и скорость передвижения. И благодаря этим атрибутам они иногда пикаются и для убийц, которых пикают в роум, благодаря синему роуму. Также для АДК, то есть для голдовиков, которым нужна эта адаптивная атака и адаптивный проник на старте. Ну и, соответственно, поэтому эмблемы убийцы очень часто вариативные. А эмблема саппорта, танка и базовые, они в основном пикаются именно на роум, но также на некоторых других персов, которым просто нужно увеличивать щиты и хп-реген, или которые хилят вас. Как-то так. Хочешь больше эмоций от игр Team Spirit? Переходи в описание, кликай по ссылке и получай подарок от наших друзей. Тут есть много бесполезных, на которые даже можно не обращать внимания. Есть имбалансные. Флик, очищение, Vengeance, отомщение и смайт. Смайт берется в 100% случаях на лесников. Флик, очищение берется почти на всех АДК, магов, танков, эксповиков. В зависимости от пика. На эксповиков 100 из 100 берется флик. Только один чонг может взять, или Дариус еще. Вот два героя, которые могут взять оцепенение. Отомщение может взять тоже один из эксповиков, который чисто хочет принимать на себя урон. Это такой герой, как Уранус или Тамус. И больше никакие другие герои Vengeance так-то взять не могут. На голду может взять единственный герой Vengeance, это Харит. Но в основном он играет с очищем или фликом, ну или отомщением. То есть тут зависит от пика, опять же. Очищ берется против большого количества контроля. Его может взять как маг, так роумер, если роумер саппорт, также и АДК. На миду все-таки остались маги. Выбор небольшой, или флик, или очищ. Если очищ нужен позарез, когда станов невероятное количество, берете очищ. Если нет, если 1-2 стана, можно взять флик и спокойно играть. Все остальные спылы полностью бесполезны.
Постараюсь вам вкратце объяснить перки, которые беру я на свою роль, на мид. Вариативность небольшая. То есть в основном это эмблемы мага. Из перков вы берете, в зависимости от героя, на первый перк в основном это скорость бега, то есть 4% скорости бега, или 5 адаптивного проника. Адаптивный проник переходит в магический проник, потому что вы маг. Также во второй перк 100% случаев вы берете скорость бега по реке, то есть 10% дополнительной скорости бега вне боя. Это очень сильно, это поможет вам при гангах, это поможет вам убежать, если у вас герой не мобильный. На любого героя в миду берется этот перк. И третий перк, тут уже много зависит от героя. Какие-то есть прокастеры, на прокастеров берется вот этот поджог, который добавит урона в этот же прокаст, чтобы попытаться кого-то шотнуть. Большинство не прокастеров, героев, которые наносят постоянный урон, на них берется капелька вот эта, которая добавляет на одну тычечку раз в 5 секунд дополнительный дамаг и регенит при этом ману. Тоже очень полезно для героев, у которых быстро качается мана. И есть третий перк сапожки для дополнительной скорости бега. Берется только на Валентину и только в случае в том, что вы можете это реализовать, чтобы дать полностью прокаст, дать тычку и успеть отойти, чтобы не получить какой-то лишний скилл. Также могу вкратце объяснить про лесников. У лесников не важно, какой это будет лесник, это будет убийца, это будет танк, это будет боец, это будет АДК. Во второй слот перка вы всегда берете фарм леса, потому что вы будете забирать быстрее черепах, лордов, крипов в лесу. И это ускорит вам фарм, ротацию, перемещение. А первый и третий перк вы можете взять любой. То есть это уже зависит от вашего героя. Как и эмблемы, так и первый и третий перк. Но второй всегда будет вот этот лесной перк для фарма крипов. Я вам расскажу по эмблемам на своей роли. То есть это, опять же, эмблемы плюс перки. У меня в основном это базовые, танка и саппорта. Вот. И теперь мы переходим к перкам для моих персов. Что я вам могу посоветовать, да? Перк первый на бег, то есть дает просто скорость бега. На кого я его беру? Пару персов, Грок, как будто бы Тигрил еще максимум. То есть там парочка персов, не особо сильно. Перезарядка навыка. Беру на тех персов, на которых нужен кулдаун. То есть, например, Миносу нужно ультовать почаще. Соответственно, берете КД на его ульт. Ну и все, в целом больше никого не беру вроде как. Адаптивную атаку могу взять на Грока, чуть больше будет дамажить. Кстати, скорость бега на Матильду еще беру. Вроде бы все по этим перкам, я беру только скорость бега, КД и адаптивную атаку. Остальное я вообще не пикаю. То есть есть еще живучесть для вас. То есть это для каких-то танков, если хотите чуть побольше хп. Но оно дает вам 300 хп, я что-то не уважаю 300 хп. Вот. Перейдем ко вторым перкам, которые я беру. То есть это перезарядка вашего боевого заклинания. То есть в основном у вас будет флэш. И очень редко очищ. Для очища этот перк довольно слабый, то есть слишком мало КД сокращает. Для флика, то есть для вспышки, это очень хороший перк. То есть, например, на Минотавре у вас очень часто, практически всегда будет флэш. Он КДшится 120 секунд, вспышка. Благодаря этому перку сокращается кулдаун там на 15%. Вот. И, соответственно, вы сможете использовать флэш гораздо чаще. Дальше, что я еще иногда использую? Скидка. На Селену, очень редко на Матильду, и часто использую бег по реке. То есть бег в лесу, бег по реке. На Тигрила, на Минотавра часто, на Матильду часто, на Эстесе, на Рафаэль. Также часто использую Tenacity, стойкость. При достижении определенного количества ХП вам дается дополнительная и магическая защита, и физическая защита. Соответственно, очевидно, вы ее берете на танков и также на некоторых хиллеров берете, чтобы просто вас не шотнули инста в файте каком-то. То есть приятный бонус. Во втором перке на роумеров вы чаще всего берете скорость бега, стойкость, скидка иногда и перезарядка навыков. Но чаще всего это стойкость и скорость бега по лесу, по реке. Третий перк на роумеров. Тут все довольно тоже просто. Вы берете либо фокус-метку, чтобы увеличивать вашим союзникам на 6% дамаг по персу, по которому вы попали скиллом.
не только скиллом, любой урон увеличит урон союзника по вражескому персу на 6%. То есть, например, если вы фокус-метку накинете на любого перса, и в рейнже будут ваши союзники, то у всех будет на 6% больше урона. Всех скиллов и автоатак. Также ударная волна, то есть просто вокруг вас создается ударная волна, которая дамажит определенное количество дамага. Помогает чистить пачки, помогает очень сильно на старте, довольно много дамага дает на старте. Ну, очень редко я еще использую сапожки, то есть просто ускориться после автоатаки. В основном на Матильде, и все как будто бы. В основном это фокус-метка и ударная волна. Все, что вам надо знать на роунерах. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вся эта информация, которую мы подали для вас, была хоть каплю интересной, полезной. Спасибо, что смотрите, спасибо, что болеете. Болейте за Team Spirit. Удачи!